Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаю, что вы все любите такой формат видео. Моя подписчица попросила помочь разобраться, как шить красивый лоскутный блок. Да и я сама люблю шить простые, но эффектные вещи. Поэтому приступаем. Для работы нам понадобятся ткани 3 цветов. 2 насыщенные, 1 фоновая. Нарежем полоски шириной 6 сантиметров. Перед дальнейшей работой посчитаем количество деталей. Нам понадобятся заготовки 3 видов. Вот на схеме я их нарисовала. 8 деталей со светлым квадратиком на красном фоне, 4 детали, светлый квадратик на синем фоне и 4 детали, составленных из 2 прямоугольников, синего и красного. Зная количество деталей, можно определить длину полосок ткани. Просто умножаем на 6 сантиметров. Первым делом нужно сшить вместе длинными сторонами светлую и синюю ткань, затем светлую и красную. После этого сшиваем вместе синюю и красную полоски. Отшитые детали разворачиваем, проутюживаем. Теперь разрежем их на кусочки 6 сантиметров шириной. Дальше мы все детали нашиваем на полоску ткани. Нам нужен квадрат со светлым уголком. Работаем поэтому по ускоренной методике. При работе за швейной машинкой строчку делаем крепкой, мелкой, закрепки обязательны. Получившиеся заготовки разворачиваем, промеряем. Ширина полоски 10,5 сантиметров. Значит, в длину тоже отмеряем 10,5 сантиметров и разрезаем заготовки. А красно-синей полоской работаем немного по-другому. Мы ее сразу режем на квадраты 10,5 на 10,5 сантиметров. И получилось у нас 3 вида заготовок. Все, как мы хотели. А вот теперь самое интересное – выкладывание узора. Сначала обрисовываем красный угол, затем сочиняем продолжение. Недостающие края мы заполним треугольниками из фоновой ткани. Как определить их размер? Длина стороны квадрата 10,5 сантиметров, а треугольник выкраиваем немного больше, чтобы красиво получились края. Возьмем 12 сантиметров. Таких деталей нам надо 8 штук. Поэтому выкроем 4 квадрата 12 на 12 сантиметров и разрежем их по диагонали. По такому же принципу сделаем и боковые большие треугольники. Теперь главный вопрос. Как сшивать? Все как обычно. Шьем вертикальными рядами. Сначала собираем вместе детали из 1 и 2 колонки, потом из 3 и 4. Не забываем присоединять треугольники. Смотрите, вот промежуточный этап. Отшитые гирлянды готовы к дальнейшему соединению. А вот мы немного поработали за кадром. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только сделать горизонтальные швы. Последний этап – закрываем боковые углы. Заготовка получилась 28 сантиметров шириной и 85 сантиметров длиной. Первоначально я хотела сделать из этого раннер, длинную узкую скатерть на стол. А сейчас понимаю, что лучше пока оставить эту заготовку и использовать ее для детского лоскутного одеяла. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!